Я неоднократно сделал попытки подводить итоги года для корпорации «Росатом», но раз за разом натыкался на три проблемы. Первое вполне очевидно. На сегодня в контуре корпорации более 400 компаний, более 420 тысяч сотрудников, не говоря уже о множестве совместных предприятиях и опорных вузах со всеми их кафедрами и всевозможными лабораториями, в которых идут все более разнообразные исследования. Вторая еще более очевидна. Думаю, что я не одинок в своих надеждах, что как бы отчет о работе ядерного оружейного комплекса будет неизменным. Все государственные поручения выполнены на 100%, а о том, что скрывается за этой лаконичной формулой, узнают наши с вами прапраправнуки лет так через 150-200. А вот с третьей причиной все куда не так просто. У корпорации «Росатом» десятки сайтов и видеоканалов. Ведутся они все на самом современном техническом уровне. Профессиональная съемка, великолепный монтаж, анимация, озвучка – все на высшем уровне, который зритель-слушатель оценивает в сотни тысяч подписок. В ставшем не самым дружелюбным Ютубе у канала корпорации, как и в ВК, более 200 тысяч подписчиков. Все очень солидно. Вот только количество просмотров почему-то в пределах 10 тысяч в подавляющем большинстве случаев. Не менее занимательно, что в Телеграме у могучей государственной корпорации подписчиков в 3 раза меньше, чем у геоэнергетики, с нашим чрезвычайно стабильным бюджетом на продвижение – 0 рублей 0 копеек. Команда геоэнергетики, само собой, имеет минимальное представление о наших подписчиках, в основном о среднем возрасте и об образовании. Но я могу без лишней скромности сказать, что горжусь тем, какая замечательная получилась компания. Умная, образованная, весьма неравнодушная ко всем темам, которые мы стараемся поднимать. Ну вот вопрос. А многие ли из вас, уважаемые зрители и слушатели, регулярно посещают видеоканалы и сайты Росатома? Фокус-покус какой-то, да и только. На мой взгляд, только на мой, подчеркиваю, объяснение может быть только одно. Закрытость атомного проекта как родовая травма. Информацию о себе Росатом дает как бы охотно, но как бы – ключевое понятие. Подать информацию так, чтобы она была полностью понятна только тем, кто внутри отрасли. Общаться с журналистами, которые заведомо не смогут задать уточняющие вопросы, что позволяет заранее написать сценарий любого интервью. Рассказывать только об успешно реализуемых проектах, ни в коем случае не демонстрировать даже признаки трудностей и сложностей. Вот план намечен, а вот он уже и выполнен, то есть строго по алгоритму, предложенному героине Яковлевой в «Человеке с бульвара Капуцинов». «Джонни, сделай мне монтаж». Все гладенько, аккуратненько, никаких ошибок и сбоев, а в результате просто неинтересно, поскольку реальной жизни и работы под глянцем не разглядеть. ВСУ продолжают гнать дроны на Энергодар и Запорожскую АЭС. Но за 2 года, которые продолжается этот ядерный терроризм, мы, к примеру сказать, не увидели, не услышали даже забрюленного интервью с людьми Росатома, которые искренне описали бы, каково это – обслуживать реакторы, рядом с которым расположено сухое хранилище облученного ядерного топлива, точно зная, что в любой момент может случиться прилет. Я преклоняюсь перед мужеством наших воинов, сражающихся на линии боевого соприкосновения. Но какой смелостью нужно обладать, чтобы, к примеру, обслуживать насосы бассейновой выдержки там, где могут убить? Где может настать момент, когда в воздухе вокруг себя могут оказаться сотни и тысячи Кюри? Какие нервы у этих людей, которые живут и работают в таких условиях? Мне почему-то кажется, что зрителей у такого сюжета было бы в 1000 раз больше, чем просмотр сообщений. Ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем. Все хорошо, прекрасная маркиза, это одно. А все хорошо, прекрасная маркиза, хотя для этого всего хорошего конюх на горбу выволок племенную кобылу из горячей конюшни, он с ожогами в больнице. Но уже в сознании врачи дают только положительные результаты. Это ничто иное. В самом начале января на канале Росатома появилось интервью генерального директора корпорации Алексея Евгеньевича Лихачева телеканал «Россия-24», в котором он ответил на вопросы журналистки Ольги Башмаровой, подводя итоги минувшего года. Я очень надеюсь, что в этот раз при монтаже ролика ссылка на эту передачу никуда не пропадет. Она в данном случае важна, чтобы любой желающий мог просмотреть, прослушать. А я позволю себе поразмышлять, каким такое интервью могло бы быть и что именно означают некоторые ответы Лихачева, на которые госпожа журналистка только улыбалась. Мне это интервью кажется интересным и вместе с тем чрезвычайно показательным, поскольку очень точно показывает именно этот стиль. Крайне поверхностные вопросы, идущие строго по списку, без какой бы то ни было реакции журналиста на услышанные ответы. А в ответах представителя корпорации нет даже намека на реальные трудности, которые приходится преодолевать огромному коллективу. Намечено, сделано. При этом многие ответы подразумевают, что все слушатели глубоко, что называется, в теме. Хватает легчайших намеков, и все понимают. Хронометраж передачи чуть более 20 минут, в течение которых госпожа журналистка задала Алексею Лихачеву вопросы, позволившие подвести итоги и наметить планы.
Но я вот не нахожу ответа на детский вопрос. Если на YouTube-канале у этого ролика менее 7 тысяч просмотров, то это точно тот результат, который планировала получить съемочная группа? Почему не смотрим-то? Неужто мне интересно? Мне вот торопиться некуда. Есть даже подозрение, что анализ этого интервью займет пару часов. То есть в одну передачу мы точно не уложимся. Очень надеюсь, что причины станут очевидны. Итак, 2024. Каким он для Росатома был? Алексей Евгеньевич предельно и даже беспредельно вежлив. Лично я бы на такой вопрос ответил 3 словами. Год был високосным. После чего продолжал бы улыбаться в ожидании продолжения после столь эффектного начала. Следующий уровень журналистики, на мой взгляд, прозвучал бы приблизительно так. Владимир Владимирович, расскажите о вашей стране. Каким был год для Росатома? Демонстрация того, что журналист готов выслушать любой ответ, что своего собственного мнения у него нет. Он даже не пытается самостоятельно оценить, чем дышала корпорация, какими были главные направления работы. Что ответить, то и хорошо. Я тут мимо проходил, вас первый раз в жизни вижу. О необходимости провести интервью главред полчаса назад сказал. Я еле кофе успел допить и в студию прибежать. Лихачев, тем не менее, даже бровью не повел. Отвечал охотно и с явным удовольствием. Цитирую. В первую очередь, это безопасность, обороноспособность нашей страны, сохранение нашего суверенитета и главная гарантия этого – ядерная триада. Гособоронзаказ выполнен на 100%. К традиционному ядерному оборонзаказу добавился рост, иногда кратный, по неядерному оборонзаказу и целый ряд инициативных разработок, которые были запущены нашими коллегами. Вот тут ни слова не добавить, разве что вспомнить, как начиналась эра открытости в Росатоме лет так 10 тому назад. На одном из предприятий ядерно-оружейного комплекса это было поручено бывшему начальнику первого отдела, тому самому, который во времена Минсредмаша обеспечивал режим секретности. Не дословно за давностью лет, но достаточно близко к тексту. Сегодня на нашем предприятии ядерного оружейного комплекса прошло открытое собрание, посвященное подведению итогов года. В хорошо известном зале собрались все заинтересованные. Вход для всех членов трудового коллектива был совершенно свободным. На собрании выступил руководитель нашего направления, который сообщил, что все поставленные задачи были полностью выполнены. Кроме того, целому ряду наших сотрудников были вручены различные награды, в том числе и ведомственные. Касаясь наступающего нового календарного года, руководитель отметил, что нашему коллективу предстоит большой объем работы, в выполнении которого ни у кого нет сомнений. Предлагаю даже не останавливаться. Нет никакого смысла любопытствовать о совершенно секретной информации. После микрорассказа о работе ядерного оружейного комплекса последовала фраза, которая откровенно, как говорится, взорвала мозг. Вторая, не менее важная наша миссия – это энергонезависимость, энергобезопасность нашей страны. Перевыполнено государственное задание по выработке электроэнергии на 1,5 миллиарда киловатт-часов. И все. Больше ни слова о работе концерна «Росэнергоатом» сказано не было. Уточняющих вопросов и в помине. На 1,5 миллиарда киловатт-часов – это, простите великодушно, сколько? Каким было государственное задание? Единственное, на что можно опираться в поисках этих таинственных чисел – краткое интервью главы системного оператора Федора Апачева информационному агентству ТАСС, опубликованного 14 января этого года. Выработка электроэнергии в Российской Федерации выросла на 2,9% до 1180,6 миллиарда киловатт-часов. Оказывается, можно вслух называть и проценты роста, и абсолютные значения. Ничего сложного или секретного в этом нет. Переходим на информацию от Федора Апачева, раз уж госпожа Ольга Башмарова не заинтересовалась этим моментом. Доля атомных станций в общей выработке составила 18,2%. Интервью Апачева, повторю, было кратким, но калькулятор нам в помощь, как говорится. Получается, что атомные электростанции России в прошлом году выработали 214,87 миллиарда киловатт-часов. А это, извините, много или мало? Раз уж студии «Россия-24» про показатель год к году ничего не знают, продолжаем самостоятельный поиск, что да как было в 2023 году. Соответствующие данные от Росстата были опубликованы все в том же ТАСС 31 января 2024 года. Дата указывает, что мой сегодняшний рассказ было удобно перепроверить всем желающим. Атомные электростанции в 2023 году выработали 217,4 миллиарда киловатт-часов, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Давайте для наглядности сведем все в табличку. Логика подсказывает следующий вопрос. А что, собственно, происходит? Начинают вывод эксплуатации энергоблоков? Или это по неназванным причинам поплыл вниз коэффициент установленной мощности?
Для того, чтобы рассчитать коэффициент установленной мощности, КИУМ, требуется знать выработанный объем электроэнергии по итогам года и установленную мощность наших атомных электростанций. Владельцем и оператором всех атомных электростанций в России является концерн «Росэнергоатом». Значит, на его официальном сайте эта информация точно имеется. Что может быть проще-то? Открываем сайт, находим раздел «Атомные станции России» и, радостно улыбаясь, читаем вот такой текст. В общей сложности на 11 атомных электростанциях концерна в работе находится 35 энергоблоков с суммарной установленной мощностью свыше 28,5 гигаватт, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Атомная точность свыше 28,5 гигаватт. Хочется сказать пару ласковых, но возмущаются обычно только лентяи, поэтому продолжаем поиск и не бурчим. Всего несколько минут поиска, и вот уже отчеты Росэнергоатома по всем 3 годам с нормальной точностью. Установленная мощность российских атомных электростанций последние 3 года не менялась. 29,577 гигаватта. В основных разделах сайта Росэнергоатома никаких ошибок, поскольку 29,6 гигаватта точно свыше 28,5 гигаватт. Как бы непонятно, почему вот так. Зато эта неточность подтолкнула на поиски годовых отчетов концерна. Они интересны наличием подробностей, в том числе и технических. Росэнергоатом ведь у нас сугубо военного предназначения не имеет, поэтому в отчетах информация действительно в полном объеме. Коэффициент установленной мощности наших АЭС в 2022 году был 86,21%, в 2023 году 83,91%, то есть уполз вниз на 2,3%. При этом Росэнергоатом и не думает скрывать причины. Увеличение продолжительности ремонтной кампании на реакторах РБМК, реакторах большой мощности канальных, потребовавшееся для восстановления ресурсных характеристик графитовых кладок – раз. 2. Восстановление турбоагрегата на энергоблоке номер 1 на Ленинградской атомной электростанции – 2. Давайте разбираться дальше, раз пошла такая пьянка. Отчеты Росэнергоатома не настолько объемным, чтобы в них вообще все рассказывать. С графитом в реакторах РБМК все становится на свои места, если следить за новостной лентой концерна. 3 февраля уже этого, 2025 года. Цитирую. Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию блока номер 3 Ленинградской атомной электростанции до 2030 года. Решение о выдаче лицензии было принято после проведения комплексного анализа и проверки состояния оборудования на соответствие современным требованиям безопасности и надежности, проверки выполнения мероприятий по модернизации элементов, выработавших свой ресурс, регистрации и технического освидетельствования оборудования. Произведенная оценка технического состояния энергоблока позволила сделать вывод о его эксплуатации до 50 лет. Да, из расчетного времени на проведение планового ремонта специалисты Росэнергоатома в 2023 году выскочили. Но результат получился замечательный. Поясню. Реакторы РБМК-1000 в составе Ленинградской атомной электростанции из эксплуатации выводиться будут неизбежно. Этот вариант реакторов признан, что называется, тупиковым. Дальнейшего развития они уже не получат. При этом тут же в Сосновом Бору в составе Ленинградской атомной электростанции 2 строятся наши новейшие энергоблоки на базе реакторов поколения 3+, ВВР-1200. Это реакторы замены. 2 блока с ВВР-1200 введены в эксплуатацию в 2018 и 2021 годах. Сейчас строятся еще 2 блока с такими же реакторами. Планируемое время ввода 2030 и 2032 годы. До новостей от Ростехнадзора блок номер 3 должен был уйти в восстанов в конце этого года, блок номер 4 в 2027 году. Но теперь их можно эксплуатировать до 2030 и до 2032 года соответственно. Блок номер 4 лицензии на продолжение работы еще не получил, но уже очевидно, что Росэнергоатом точно знает, что для этого требуется, какие работы нужно провести, какие конструкции заменить. Следовательно, объединенная энергосистема Северо-Запада внезапного дефицита мощностей не получит. Рисков разбалансировки не предвидится. Установленная мощность объединенной энергосистемы плавно, бесшовно вырастет на 400 мегаватт. Мало того, такая бесшовность внесет вклад еще и в борьбу против изменений климата. Нет, я не про пресловутое уменьшение выбросов углекислого газа, чур меня. На сегодняшний день обеспечение электроэнергии второго города, вот хочется сказать, что империи, но я стесняюсь, России, Санкт-Петербурга, осуществляется за счет теплоцентрали, то есть станции комбинированного типа, которая одновременно вырабатывает тепловую и электрическую энергию. Теплая зима, к примеру, такая, как эта, не требует большого количества вырабатываемых гигакалорий, а вот без киловатт-часов обойтись невозможно.
Однако для того, чтобы перестать накалять батареи центрального отопления докрасна, приходится снижать и объем вырабатываемой электроэнергии. На тот момент, когда разрабатывалась схема энергообеспечения Ленинграда, отопительный сезон здесь был куда как более суровым. Потому дополнительные киловатт-часы от новых дополнительных атомных мощностей – это существенный вклад в борьбу с изменениями климата. Ну, а теперь все, кому хочется, могут за меня проговорить важные, модные и современные слова про снижение количества выбросов углекислого газа и про прочие красоты. Но продолжение сроков работы реакторов РБМК – это еще один плюсик уже для самого Росатома. Именно для Росатома, а не только энергетического концерна Росэнергоатом. Одно из существенных отличий реакторов типа РБМК от реакторов типа ВВР – то, что уран-графитовая схема активной зоны позволяет менять ядерное топливо без остановки работы энергоблока, буквально на ходу. Реактор РБМК, если уж совсем утрировать, это такая огромная печка, в топке которой можно ворошить угольки и перекладывать от стенок в центр паления. Повторяю, утрирую. В топке огонь, в избе тепло, и от того, что вы на конфорку поставите чайничек вскипятить, холоднее точно не станет. Если интересно, то при случае расскажу и подробности, а сегодня остановимся на том, что эта особенность РБМК позволяет нарабатывать на нем важные изотопы, востребованные в различных отраслях промышленности в ядерной медицине. Росатом уже достаточно давно, к примеру, вышел в лидеры по производству кобальта-60. Изотопа, который необходим для создания так называемых гамма-ножей, позволяющих сражаться с онкологией головного мозга. Сражаться с Росатомом в этом направлении у конкурентов получается из рук вон плохо. Им для наработки кобальта-60 требуется создание специальных исследовательских реакторов. Росатом же использует реакторы энергетические. И себестоимость у этого изотопа получается принципиально разная. И да, пристрастности не скрою. Вот такие умения, способности и особенности РБМК персонально мне крайне симпатичны. Кроме кобальта-60, на Ленинградской атомной электростанции в 1923 году была получена лицензия на наработку лютеция-177, в 1924 году прошли тестовые испытания с целью получения самария-153, так что мое оценочное мнение остается неизменным, имею полное право. Потому продление сроков работы РБМК-1000 – это дополнительные баллы в копилку Росатома. И особенно приятно отметить, что корпорация уже приступила к производству самих гамма-ножей, устраняя зависимость от дорогущего импорта. До последнего времени ситуация была невеселой. Мы на Запад кобальт-60, нам с Запада гамма-ножи, а такой хоккей нам не нужен. Да, РБМК все равно остановит, но теперь у Росатома появилось дополнительное время для того, чтобы придумать новые способы наработки кобальта-60. Так что еще и тут выигрыш. В общем, если подвести итоги, то по РБМК-1000 на Ленинградской АЭС получилось следующее. В 1923 году было выработано меньше электроэнергии и пострадал коэффициент использования установленной мощности. Выигрышем стало уверенное продление сроков эксплуатации реакторов и наработка соответствующего опыта, который точно пригодится для прочих РБМК. Это раз. 2. Продолжается наработка востребованных и немало денег стоящих изотопов. 3. Балансировка работы объединенной энергосистемы Северо-Запада получает шанс оставаться на месте, невзирая на чудеса климата. Заметьте, это мы разобрали только одну причину снижения коэффициента использования установленной мощности энергоблоков Росэнергоатома в 1923 году. Потому продолжать. 20 июля того же года контрольная аппаратура защиты турбогенератора блока номер 5 той же Ленинградской атомной электростанции, ее же называют блоком номер 1 Ленинградской атомной электростанции 2, не говоря худого слова, вывела блок в останов, мигнув надписью на мониторе: идет разрушение лопаток одного из цилиндров низкого давления. Всего их там 4 штуки. Ядерного инцидента не произошло, 0 по шкале Инес. Смена лопаток заняла около месяца, что, разумеется, уже отразилось на объеме выработки электроэнергии. Турбина К-1200 изготовлена силовыми машинами. Ее уже вполне можно считать серийной. 2 таких уже работают на 2 блоках Нововоронежской атомной электростанции, на 5-м и на 6-м блоках Ленинградской еще 2. И ни разу подобных проблем не возникало. Счет машин часов подходил к 1 миллиону. Поменяли, запустили. Но 12 ноября повторная остановка из-за тех же проблем. Но еще одного запасного резервного комплекта лопаток в наличии уже не нашлось. Так что в Уленс-Нуленс к поиску причин повторной аварии были привлечены уже инженеры силовых машин. Глава Росэнергоатома Александр Шучиков по этому поводу в ноябре 2023 года заявил следующее, цитирую: «Самое главное сейчас понять причину разрушения лопаток. Это новое явление. Сейчас находимся в самом серьезном таком поиске причин вместе с заводом. Ремонт планируем завершить к 22 декабря». И вот подведение итогов решения проблемы. Из интервью Александра Шучикова агентству ТАСС 18 сентября 2024 года.
Проблема эта полностью решена. Мы глубоко изучили ее причины и провели большую работу с точки зрения правильного облопачивания турбины, то есть установки лопаток на ротор турбины. В январе мы эту работу завершили, и турбина безупречно отработала до июля, когда подошел срок ее плановой остановки на текущий ремонт. В январе на турбине были внедрены дополнительные системы контроля проточной части установки, и эта система контроля все время фиксировала абсолютно нормальную работу всей проточной части без каких-либо отклонений. Я уверен, что при соблюдении правильности процедуры установки лопаток на турбины нештатные ситуации не повторятся, и турбины будут работать безотказно. В качестве примера приведу работу аналогичных турбин на Новоронежской АЭС и на блоке номер 7 Ленинградской станции. От себя добавлю, что на Новоронежской и на Ленинградской АЭС-2 трудятся турбины силовых машин К-1200-7-3000. Модель, разработанная в середине нулевых годов, когда Росатом еще только готовился к строительству первого блока на базе самого современного на сегодня реактора ВВР-1200. Этим турбинам на смену пришла турбина Т-3В-1200, глубоко модернизированная, оснащенная дополнительными системами безопасности и немного прибавившая по КПД. Это постоянная работа над конструкцией турбины, о чем нам почему-то очень мало рассказывают, совершенно реальная конкурентная борьба с компанией Alstom, которая была французской, в первый президентский срок Миттерана внезапно стала американской, а во второй срок этого деятеля снова французской. Насколько хватает возможности, я стараюсь отслеживать ход этого высокотехнологичного мирного сражения. Это действительно важно, поскольку на сегодняшний день на всех зарубежных проектах Росатома заказчики традиционно настаивают на установке французских турбин. Не исключено, что по своим характеристикам турбина Т-3В-1200 уже превосходит изделия Alstom. Но в технике есть такая важная характеристика, как машина на часы без аварийной и безотказной работы. Я уверен, что при переговорах об условиях контрактов Росатом настаивает на применении российских турбин, поскольку нам, всей стране, это чрезвычайно выгодно. Надеюсь, причин пояснять не надо. Первый блок с реактором ВВР-1200, если кто вдруг позабыл, начал работу в составе Нововоронежской атомной электростанции 27 июня 2016 года. Дату стоит запомнить или пометить в каком-нибудь надежном блокнотике. Блок номер 6 Нововоронежской атомной электростанции стал первым в России и на планете с реактором поколения 3+. Славные были времена. Несмотря на всю тогдашнюю суету в связи с крымскими событиями, профессиональное сообщество атомщиков США признало этот блок лучшим в мире. Они тогда еще могли не обращать внимания на попытки политиканов закрыть им рот. Так вот, с лета 2016 года до лета 2023 года турбина К-1200-7-3000 работала безукоризненно на шестом блоке в Нововоронеже. Не было никаких претензий к ее работе в составе блока номер 7 там же. С декабря 2020 года, когда был введен в эксплуатацию блок номер 5 Ленинградской атомной электростанции, он же блок номер 1 Ленинградской атомной электростанции 2, тоже никаких проблем. И вот досадная ошибка, которая снизила шансы на победу в конкурентной борьбе с французами. И, на мой взгляд, досадная ошибка еще и со стороны Ольги Башмаровой, которая упустила великолепную возможность получить куда как более развернутую информацию по этой теме от первого лица корпорации. Зато я точно знаю, что мне в этой жизни интервью такого уровня провести не удастся. Воленс-Ноленс в голове всплывают бессмертные слова шефа из бриллиантовой руки. Один мой знакомый, ныне покойный, любил повторять: «Я слишком много знал». Это я к тому, что нет у нас телевизионного канала, который способен позволить себе роскошь интервью, пусть даже с руководителем лучшей научно-технологической корпорации России длительностью больше 20 минут. Позволю себе пофилософствовать. Разница в подходах. В наших телевизорах уверено, что большого хронометража технической передачи зритель не выдержит. Переключит канал и увлеченно уткнется в какой-нибудь боевик или шоу. А я вот искренне убежден, что зрителя нужно уважать, что у канала «Геоэнергетика» своя собственная аудитория, умная, вдумчивая и неравнодушная. Мнение мое, дискутировать о нем не намерен, пусть я хоть трижды не прав. Да, что касается объемов выработки электроэнергии российскими атомными станциями на сегодняшний момент. Официального отчета системного оператора об итогах работы нашего энергетического комплекса в 2024 году пока нет. Официального отчета Росэнергоатома за 2024 год тоже нет. В наличии только 2 интервью главы системного оператора Федорова Апачева и руководителя Росатома, которые я пытаюсь вместе с вами проанализировать. А еще в наличии моя собственная тревога по поводу того, что объем этой выработки действительно может оказаться именно таким – 214,9 миллиарда киловатт-часов. Тревожно, поскольку в таком случае мы имеем 2 года подряд снижения выработки. Причины, почему это произошло в 2023 году, мы только что разобрали. Есть, так скажем, плановое, но имелся и неприятный турбинный сюрприз от силовых машин. Подождем отчета Росэнергоатома.
Хотя все мы, подозреваю, помним про внеплановый останов одного из блоков Ростовской атомной электростанции, который стал той самой соломинкой, которая вынудила системного оператора ввести графики аварийного отключения в объединенной энергосистеме «Юга». Ждем. Обзор от себя лично обещаю. Разумеется, в том случае, если сегодняшнее мое занудство и крючкотворство покажется вам, уважаемые зрители и слушатели, заслуживающим вашего внимания. Занудствовать приходится, поскольку вот попробуйте расшифровать продолжение ответа Алексея Лихачева на вопрос госпожи журналистки. Нельзя не отметить утверждение нового блока национальных проектов во исполнение национальных задач. 19 нацпроектов уже утверждены. Один из них, прямо наш, новая атомная энерготехнология. И еще мы участвуем в 10 национальных проектах технологического суверенитета и в проектах, направленных на развитие личности. И для нас это и честь большая, и, конечно, большая ответственность. Внимание, вопрос. О чем именно говорил Алексей Евгеньевич? Журналистка не подумала что-то уточнять. Вероятнее всего, она уже давно наизусть выучила название всех 19 национальных проектов и прекрасно понимает, в каких из них намерен принять участие Росатом. Профессионалы, они ведь люди увлеченные, зачастую на все 100% уверенные в том, что и все остальные обладают никак не меньшим багажом знаний. Мне до нее далеко. Потому вынужден был уточнить и список нацпроектов и попытаться понять, каким может быть участие в них Росатома. Далеко мне до уровня России-24, далеко. Вот даже стыдно. Обязательно попробую смущенно покраснеть. Но потом. С национальными проектами у нас как-то совсем интересно получается. Давайте просто вспомним. Разработаны они были правительством по инициативе Владимира Путина на период с 2018 года по 2024. Какое-то время их реализация даже была в центре внимания СМИ и многочисленных комментаторов. А потом тема тихо сошла на нет. Пандемия и далее специальная военная операция. Не до того стало. Да и вал антироссийских санкций свое дело сделал. Проекты хоть и были национальными, но во многом расчет был на международную кооперацию. Никто никаких итогов на тему, что удалось, а что не удалось, и по каким причинам, подводить и не думал. Так что мое личное отношение я даже высказывать не пытаюсь. Пробовал. Получается светиться, но почему-то исключительно матерно. Мы куда двигаться собираемся, если ошибки не учтены, а лучшие практики на карандаш не взяты? Это, конечно, типичная вкусовщина. На самом деле национальный проект звучит красиво. А уж какие презентации можно на этой теме сделать, залюбуешься. Сугубо справочно, чтобы припомнить, как это было в 2018 году. Мало ли, вдруг кто-то заинтересуется и займется темой самостоятельно. В майском 2018 года в указе президента России номер 204 были обозначены стратегические цели развития нашей страны. Именно стратегические цели развития заявлены первичными. Национальные проекты – это способ их достижения за период до 2030 года. Такой вот алгоритмизированный план действий, собственно говоря, и позволил предложить новый набор проектов, комплект национальных проектов. Цели неизменные, инструменты для их достижения вполне уместны и поменять, раз уж ситуация внутри России и вокруг России стала настолько динамичной. Давайте полюбуемся на список с 9 стратегических целей развития России, раз уж они у нас стали, как говорят математики, константами. В президентском указе номер 204 для реализации этих целей правительству была вменена обязанность разработки 12 национальных проектов. Однако правительство не только выполнило, но и перевыполнено. 30 сентября 2018 года распоряжением правительства был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, также вошедший в список национальных проектов. Условно их подразделили на 3 группы. Знаете, если положа руку на сердце, я бы и не стал напоминать всю эту историю, если бы не Росатом. Если наш монтажер еще не убрал этот перечень с экрана, то невооруженным взглядом видно, нет в нем конкретного проекта, который касался бы непосредственно Росатома. Нет, с учетом всех направлений бизнес-проектов нашей атомной корпорации, ее научных направлений, успешная работа с опорными вузами, очевидно, что Росатом мог бы участвовать, да и участвовал в реализации каждого из этих национальных проектов. Но вот специализированного, заточенного конкретно под Росатом проекта в 2018 году не было. Но было и другое, то, что сейчас стало куда как более очевидным. Если объективно рассматривать все имеющиеся в России высокотехнологичные отрасли, способные обеспечить не только подъем уровня развития страны, не только сократить имеющееся отставание от многочисленных зарубежных конкурентов, но и за обеспечение нашего мирового лидерства, то объективный анализ показывает, лучшим кандидатом является отечественный атомный проект. Если 7 лет тому назад меня за такое вот высказывание норовили нещадно критиковать, за квасной патриотизм, ватную пропаганду и прочее шапкозакидательство, то сейчас многое изменилось.
Превосходство Росатома над всеми его конкурентами – общепризнанный факт, о котором без малейшего стеснения регулярно напоминает МАГАТЭ во главе с его генеральным директором. С вашего позволения, уважаемые зрители и слушатели, я сегодня не буду перечислять все достижения нашей атомной корпорации. Вроде и так делают достаточно регулярно, а Росатом упорно подкидывает все новые и новые факты, фактики, а порой и фактища. Лидерство ведь важно не только захватить, но и надежно удерживать. Все по старинной формуле. Даже для того, чтобы стоять на месте, необходимо бежать. А для движения вперед бежать необходимо быстро и уверенно. Росатому, разумеется, нужна государственная поддержка для того, чтобы Росатом в ответ поддерживал государство. Росатом – оператор развития Северного морского пути. Росатом отвечает за учет и утилизацию самых опасных промышленных отходов по всей территории России. Росатом развивает производство композитных материалов. Росатом развивает аддитивные технологии, осваивает весь комплект технологий для создания ветроэлектростанций. У нас на глазах становится крупной морской логистической компанией. Я могу и дальше перечислять все направления бизнеса Росатома, которые уже не связаны ни с атомной физикой, ни с энергетикой. Помощь государства он возвращает с Турции. А по прямому, даже не указанию, а требованию президента, правительство обязано было обеспечить весьма серьезное финансирование всех национальных проектов 2018 года. Вот только имеется нюанс. Росатом, как и Роскосмос, напрямую подчиняются президенту, минуя правительство со всеми его министерствами и ведомствами. Поэтому и атомный национальный проект разрабатывать предстояло как-то иначе, без многоуважаемых правительственных чиновников, среди которых профессионалов атомной отрасли 3 из каждых 2. Давайте, чтобы не быть голословным, я просто процитирую пункт 15.1 регламента работы правительства Российской Федерации. Положение регламента, определяющее порядок взаимоотношений правительства и федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации, распространяется на Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» и Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», если иные правила не установлены федеральными законами или указами президента Российской Федерации. Так что в условиях, когда под реализацию национальных проектов случилось невероятное, Минфин был вынужден предоставлять не только существенные субсидии и налоговые льготы, но даже бюджетное финансирование. У Росатома открывалась прямая возможность выйти на разговор с президентом с вопросом о необходимости появления персонального атомного национального проекта. И, само собой, приложить все усилия для того, чтобы доказать, не только Донбасс порожняк не гонит. То есть и сам проект разработать не в режиме узковедомственного творчества, но и выполнить его в полном объеме, тем самым обеспечив себе многолетний задел на мировое лидерство в атомной отрасли. На лидерство, как минимум, в России в высокотехнологичных проектах. Запевалой выступил уже в сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. До этого поста, напомню, 11 лет руководивший Росатомом. Именно он анонсировал появление еще одного национального проекта «Атомная наука, техника и технология». Сама корпорация восприняла этот анонс в качестве стартового сигнала к началу новой серьезной работы. 26 декабря 2018 года в своем новогоднем обращении к сотрудникам глава Росатома Алексей Лихачев отметил, предстоит большая работа по разработке и реализации собственного национального проекта «Атомная наука, техника и технология». 7 февраля 2019 года, выступая на заседании Президиума Российской академии наук и научно-технического совета Росатома, Алексей Лихачев рассказал о том, кто именно будет вовлечен в разработку проекта. Цитирую. «Не только предприятия Росатома, но и организации Российской академии наук, Курчатовский институт и, конечно, наши ведущие вузы. Согласитесь, более авторитетных специалистов, профессионалов, экспертов, чем те, кто работает в перечисленных организациях, у нас в России нет и быть не может». В мае 2019 года Алексей Лихачев обсудил будущий новый национальный проект «Атомная наука, техника и технологии» с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В июне того же года этот вопрос рассматривался на заседании Президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Итогом проделанной Росатомом и привлеченным им организацией институтов к работе оценкой качества проработки проекта стал указ президента номер 270 от 16 апреля 2020 года. В целях комплексного решения задач ускоренного развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии постановляю. Пункт 1. Правительство Российской Федерации в 3-месячный срок обеспечит разработку и утверждение комплексной программы развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года, предусмотрев распространение на нее действия нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок реализации национальных проектов, в том числе и в части финансового обеспечения. 6 июля 2020 года на портале правовой информации было опубликовано постановление правительства России номер 989,
Положения, применяемые в отношении национальных проектов, распространяются на комплексную программу развития техники, технологий и научных исследований в области атомной энергии на территории Российской Федерации на период до 2024 года. В отношении указанной программы Государственная корпорация по атомной энергии осуществляет функции федерального органа исполнительной власти. Руководителем указанной программы является генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Администратором указанной программы является генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Давайте еще разок. Уж больно момент тонкий и совершенно нетипичный для нашего удивительного времени, когда стратегические документы разрабатываются ведомствами, реализуются ведомствами, а когда не реализуются, то и спросить-то не с кого. Взглянем еще раз на регламент работы правительства России, на его пункт 15.1. Прямая подчиненность корпорации «Росатом» президенту России очевидна, но она не ведомственная, а персональная. По уставу «Росатома» ее высшим исполнительным органом является ее генеральный директор, который назначается на эту должность и снимается с нее только указами президента. Персональная ответственность – редчайшее явление во всей системе управления Россией, удивительным образом сохранившаяся традиция времен становления атомной индустрии и создания спецкомитета. Тогда, в 40-е, это был триумвират. Иосиф Виссарионович Сталин как высший руководитель государства, Лаврентий Павлович Берия как координатор усилий промышленности и внешней разведки, Игорь Васильевич Курчатов как научный руководитель. Результат – создание ядерной триады и целой отрасли промышленности, легендарного Министерства среднего машиностроения. На сегодня Владимир Владимирович Путин как высший руководитель государства, Алексей Евгеньевич Лихачев как руководитель атомной отрасли и Олег Никандрович Шубин, возглавляющий ядерный оружейный комплекс. Собеседник журналистки «России-24» – человек, персонально отвечающий за атомный национальный проект перед президентом России. Но ее вопрос прозвучал, как прозвучал. Потому ответ развернутым, при всем моем почтении, назвать не получается. Что дает вот такая персонализация ответственности и то, что разработкой атомного национального проекта занимались наши лучшие специалисты? Конкретику. Как выглядят тексты прочих национальных проектов, можете поискать самостоятельно, я и так сегодня много говорю. А вот второй пункт указа президента номер 270 от 16 апреля звучит так. И Росатом все 4 года продвигался по всем этим 4 направлениям, о чем я и старался рассказывать по мере сил. На нашем канале имеется соответствующий плейлист, где собрано интервью с научными руководителями, к примеру, физико-энергетического института, генеральным конструктором проекта «Прорыв» и другие. Конечно, надо бы больше. Но, во-первых, я остаюсь с надеждой, что Росатом сам научится рассказывать о своих порой действительно фантастических результатах так, чтобы это было интересно и увлекательно для всех, а не только для тех, кто вовлечен в отрасль. Во-вторых, как бы банально это ни звучало, просто не хватает времени. Это, как известно, ресурс дефицитный, да еще и невозобновляемый. В-третьих, нам ведь всем интереснее новостная повестка. Как там Трамп? Что там с нефтью, газом? И как дела в Европе? Ладно, хватит лирики. Давайте хоть немного дальше продвинемся по интервью, удивившим своей невероятной краткостью. Вот слова Лихачева. 19 нацпроектов уже утверждены. Один из них, ну вот прямо наш. Новая атомная энерготехнология. Собеседница не полюбопытствовала. Но нам-то ведь хочется понять, о чем речь. Ну, я надеюсь на это. За 4 года реализации комплексной программы развития техники, технологий и научных исследований в области атомной энергетики в Российской Федерации, дальше по аббревиатуре РТТ-НИ, Росатом добился серьезных результатов. Поэтому новый национальный проект, который, повторюсь, начался 1 января этого года, выглядит еще более конкретно. Но есть и некие нововведения, от которых я вот уже 2 месяца пребываю в полном недоумении. Название нового национального проекта – «Новая атомная энергетическая технология». Внутри него аж 10 федеральных проектов. И даже не спрашивайте меня, кто изобретал эту словесную эквилибристику. Чем национальный от федерального отличается? Это вам к филологам. Но это просто перечень. Конкретика чуть дальше, в списке ключевых мероприятий. Разработка технологий замкнутого ядерного топливного цикла. Двоеточие. Ввод в эксплуатацию опытно-демонстрационного энергоблока с реакторной установкой Брест-300 к 2028 году. Разработка модуля переработки облученного ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах с производительностью 10 тонн в год к 2030 году. Разработка технологий атомных станций малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М» к 2026 году.
Строительство исследовательской ядерной установки на базе МБИР, Международного быстрого исследовательского реактора, с самой высокой в мире плотностью нейтронов для обоснования топлива и материалов к 2028 году. Техническое перевооружение комплексов дополнительного нагрева плазмы и инженерных систем Токамака Т-15, завершение реконструкции комплекса ТСП, Токамак с сильным полем, испытательных стендов для электрореактивных двигателей и мощного источника нейтронов к 2027 году. Разработка перспективных материалов для атомной промышленности по результатам научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. Ввод первого и второго блоков Курской атомной электростанции 2 к 2030 году. Ввод третьего и четвертого блоков Ленинградской АЭС-2 к 2032 году. Создание всероссийского испытательного стенда для проведения комплексных испытаний электротехнического оборудования классов напряжения до 750 кВт к 2030 году. Создание критически важных технологий и оборудования для ТЭК. Нововведение, вызывающее недоумение. Пушкина мы все читали, в том числе и его «Полтаву». А он там все по полочкам расставил. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумством дань. Термоядерная энергетика и оборудование для нефтегазовой отрасли, говорите? При этом для атомщиков конкретные энергоблоки, стенды, исследовательские реакторы по годам ввода, для нефтегазовиков создание критически важных технологий без сроков. Молодцы, что еще сказать. И вот при всем моем уважении и почтении, в тексте строительство исследовательской ядерной установки на базе Международного быстрого исследовательского реактора с самой высокой в мире плотностью нейтронов. А в преамбуле текста руководитель проекта Сергей Евгеньевич Цивилев. Сил на комментарии просто нет. Извините, я лучше еще разок Пушкина на досуге перечитаю. И, конечно, тайминг для интервью по таким вот темам в 20 минут. Он на кого рассчитан-то? Кто-нибудь может мне ответить? И у меня еще один сакраментальный вопрос возник. Может, их куда подальше? Нефть, газ, уголь, гидроэнергетика, теплоэнергетика, электроэнергетика. И на одной атомной теме сосредоточиться. В любом случае, продолжение следует.